Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Друзья, вот и пришел Новый год. Прекрасный 2021 год. Год белого металлического быка. Уверен, что начался он для вас просто прекрасно. И я знаю, что в этом году у вас произойдет много всего хорошего, удивительного и необычного. Просто не может быть по-другому. Потому что, во-первых, свое влияние на вас окажет белый бык. Во-вторых, потому что вы прекрасные люди, и значит с вами не может быть по-другому. И в-третьих, что немаловажно, потому что вы смотрите мой хоррор-мейкеровский канал. А это значит, что я вас чувствую и передаю вам часть своей безграничной энергии. И знаю, раз Вселенная благосклонна ко мне, то она благосклонна и ко всем тем, кто меня окружает. Ну, подумайте сами. Как Вселенная может хорошо относиться ко мне, но при этом относиться плохо к тем, кто мне дорог? Да такого просто не может быть. Поэтому, кто еще не со мной, быстренько подписывайтесь на мой прекрасно страшненький канал Лепка Хоррор Шоу и смотрите мои криповые ролики. А уж я вас не подведу. Казалось бы, новогоднее настроение, веселье, радость вокруг, но не все так просто. Ведь я продолжаю изучать тему пожирателей, людоедов. Их развелось жуть как много. Кто в теме, кто смотрит мои ролики, те знают. Это и ванна-пожиратель, и поезд-пожиратель, и унитаз, и лифт, и горка, и телефонная будка, и даже томограф. Думаю, что этим списком дело не заканчивается. Я со всей своей хоррор-мейкеровской энергией продолжаю исследовать тему людоедов. И передо мной нарисовалась такая картина. Такая... Их пожирателей тьма тьмущая. Кто смотрел мои ролики и слышал, что написал Джим, тот знает, что ко всему этому, скорее всего, имеет отношение SCP-фонд. Но не все так однозначно. Цель многих, а то и большинства пожирателей не съесть как можно больше существ, в том числе и нас, людей, а улучшить наш мир. Вы ведь помните, что большинство пожирателей едят плохих людей, тех, кто вел себя неправильно, плохо по отношению к другим людям или по отношению ко Вселенной. Кто вредит? Сейчас поделюсь с вами результатом своего недавнего исследования. Дело было в Нидерландах. Одна компания занималась перевозкой пассажиров, попросту говоря, такси. Это была очень продвинутая, современная компания. Она закупила электромобили Mercedes, вот такие, как на этом фото. Более того, чтобы сократить расходы на зарплату, эта компания заказала другой компании, инженерной, переделать несколько автомобилей таким образом, чтобы они могли ездить сами, без водителей, то есть на автопилоте. Вы ведь знаете, что техника уже давно такая умная. Инженерная компания переделала
то ли 3, то ли 4 автомобиля. И эти автомобили тоже стали возить пассажиров. Представляете? Сами, без водителей. Конечно, компания «Владелец такси» стала зарабатывать больше денег, поскольку не нужно было оплачивать работу водителей. А я тем временем леплю такой электромобиль Mercedes. Этот автомобиль является полностью электрическим кроссовером, модель EQC 400. Для лепки этого авто я использую пластилин малинового цвета. Именно такого цвета были те самые автомобили-беспилотники. Пенопласт для объема, немного пластилина других цветов, в основном белого и черного. Прошло пару месяцев. Все, казалось, было великолепно. Фирма работала, зарабатывала хорошие деньги. Такси перевозили людей, все были довольны. Но тут грянул гром. То есть произошло нечто неожиданное. Однажды такси заказал один мужчина. Машина подъехала, мужчина сел внутрь, и такси повезло его по указанному адресу. Однако до указанного адреса мужчина не доехал. Он пропал. Выяснили это довольно быстро, без каких-либо проблем. Через пару недель пропал еще один мужчина, заказавший такой же электромобиль такси. Владельцы и менеджеры компании всполошились. Началось расследование. Я, конечно, знаю некоторые детали расследования, но рассказывать о них сейчас не буду, поскольку у меня на это просто нет времени, да и длина ролика не позволяет это сделать. Просто опишу вам суть. Итак, пассажир садится внутрь такси. Поскольку водителя в машине нет, все происходит автоматически. Пассажир называет адрес, по которому ему нужно ехать. Автомобиль едет по указанному адресу, пассажир оплачивает дорогу. Это также делается по-современному, как в банкоматах. После этого дверь автомобиля автоматически открывается, и пассажир выходит. Дверь закрывается, и автомобиль возвращается в парк или едет за новым пассажиром. Так вот, оба пропавших пассажира оказались жуликами. Когда они доехали до места назначения, они не стали оплачивать проезд и пытались скрыться, удрать. То есть они открыли дверь и вот тут-то автомобиль и проявил свои пожирательские наклонности. Когда пассажиры уже почти вышли из машины, из двери кузова автомобиля внезапно высунулись длинные острые зубы. И, вы сами уже догадываетесь, что произошло. Вот, можете посмотреть. Вот такой Mercedes пожиратель. Как он вам? Очень опасный для тех, кто не хочет оплачивать чужой труд, для тех, кто хочет обмануть. Я так рад, что ни мне, ни вам участь двух съеденных пассажиров не грозит.
Мы ведь не такие жулики, какими были они, верно? Так что спокойствие, полное спокойствие. Если вам понравилась моя, так сказать, новогодняя история, ставьте лайки. Да, и вот что важно. Поскольку с монстрами-пожирателями нужно все же быть поаккуратнее, осторожными, то я предлагаю вам всем объединиться для того, чтобы в случае чего можно было им противостоять. И у меня есть план, как это сделать. Поэтому, чем больше подписчиков я объединю на своем канале Лепка Хоррор Шоу, тем вероятнее, что мы сможем в случае чего успешно противостоять всем монстрам, в том числе и опасным пожирателям. Вот так-то, мои дорогие друзья, с вами был Хоррор Мейкер.